Польское радио на русском. Итак, мы все реже слышим о том, какой путь преодолевает Грузия, скажем, для евроинтеграции. Мы все реже слышим о том, что какие-то шаги позитивно воспринимаются Евросоюзом на этом пути. Но тут следует отметить, что и резко негативных каких-то отзывов, ну, скажем так, все для Грузии путь закрыт, мы тоже не слышим сейчас. Решили об этом поговорить с грузинским политологом, автором канала «Новости Кавказа» Гелой Васадзе. Добрый день, приветствую вас. Добрый день. Спасибо за Мо приглашение. Спасибо, что нашли время. Можем ли мы сейчас, ну, как для начала, систематизировать этот вопрос и, собственно, понять, к чему движется ли к чему-то Грузия, движется ли навстречу ей Европейский Союз, или этот вопрос, эта тема, ну, как бы Евросоюз поставил шлагбаум, пусть не стену, но шлагбаум, и ждет какого-то развития от кого-то, какого-то решающего шага? Ну, я бы сказал бы так, что Евросоюз поставил не шлагбаум, поставил на паузу этот процесс и поставил на паузу по вполне понятным причинам. Дело в том, что очень долгие годы и в рамках Восточного партнерства, и в рамках евроинтеграции, куда двигались три страны, Украина, Молдова, Грузия, соответственно, Грузия реально была лидером. Реально была лидером, правда, если до 2012 года, то есть в период Михаила Саакашвили, Грузия была лидером морально-идеологическим, что называется, то после 2012 года Грузия была лидером бюрократическим. Что такое это? Любое действие, любая вот такая интеграция – это процедура. Ну, так вот, первые свои годы пребывания у власти грузинская мечта, тогда совсем другая грузинская мечта, кстати. Хотя это была всегда партия одного человека, где все решал один человек, но важно и те, кто исполнители, тот, кто внизу. Так вот, исполнителям были в основном прозападные э, аналитики, эксперты, специалисты, которые были в политике, которые в свое время оказались в оппозиции Саакашвили. И вот они, в частности, Алексей Петриашвили, который был министром по... Целое министерство было, и был министр по, значит, интеграции с Евросоюзом и НАТО. Оно было небольшое, это вообще-то он был министром без портфеля, то есть у него был аппарат, и вот он. Они проделали огромную работу, и поэтому Грузия именно первая получила безвиз. Первая заключила договор о евроассоциации, договор о свободной торговле с Евросоюзом. То есть все шло хорошо. И все шло, ну, относительно хорошо, потому что мы здесь в Грузии прекрасно понимали, что к чему все это движется. Из грузинской мечты, как из политической силы, сначала были выжаты откровенные западники, а потом были выжаты те, которые пришли на их место эрзац-западники. Что такое эрзац-западники, я просто объясню. Это девочки и мальчики, которые в свое время поработали в посольствах и значит, западных стран или представительствах международных организаций. Ну, они были тоже профессиональны достаточно, но у них уже не было политического веса. Так вот, когда грузинская мечта выжила и их, потом наступил 22 год. 22 год оказался переломным. Единственный человек, который все решает в Грузии, это Бедзина Иванишвили. И он не почему-то, а в силу своего бэкграунда, решил, что в этой войне Россия обязательно победит. А если Россия обязательно победит, то ни в коем случае нельзя ее раздражать. В этой логике Грузия начала такой марафонский забег от Европейского Союза, от европейской ценности, от европейской интеграции и так далее и тому подобное. В чем это А, выразилось? мгм. Это выразилось в законах бешеного принтера, в общем, реально бешеного принтера, что называется. То есть речь идет о том, что очень быстро фактически вся система была переделана. Ну, мы можем сказать под российскую систему. Но это российская система, в ней тоже нет никакого ноу-хау. Это система классического, даже не автократического, а почти тоталитарного государства. По законам я имею в виду. В Грузии то, что они недостаточно пока работают, и то, что еще нет вот тех политических репрессий того уровня, который можно назвать тоталитарным, это не значит, что у нас законы уже не тоталитарного государства. Да, в Грузии уже законы не автократии, а именно тоталитарного государства. И это все продолжается. В Европейском Союзе пожали плечами и сказали, что так делать нельзя. Причем это было очень быстро, буквально в течение даже не года, а полугода.
После чего было объявлено, что, знаете, а мы тут решили, что мы с Евросоюзом не будем продолжать. А, да, Грузии успели дать статус кандидата. А после чего Евросоюз сказал, ну, ребята, если вы творите такое, то, извините, мы не будем продолжать с вами переговоры по А вот проезд. тут очень хочу уточнить, потому что, допустим, премьер-министр, представители вот грузинской мечты, я очень Да. часто читал их заявления, что, мол, мы не против совсем вступления в Евросоюз, мы вообще даже за, мы очень хотим, но как бы делать для этого ничего не будем. Ну, послушайте, они не могут быть против вступления в Евросоюз хотя бы потому, что именно во времена грузинской мечты была введена соответствующая статья в Конституцию. То есть быть против, будучи на бытовом уровне, может быть кто угодно, может быть за то, что мы были частью племен Томба-Юмба, в конечном итоге ничего, это личное дело. А вот будучи госчиновником и быть против евроинтеграции – это фактически нарушение Конституции. Поэтому они не могут быть против. Но они сказали следующее: а мы за другую Европу. Какая у них другая Европа? У них другая Европа – это Венгрия. Вот Венгрия – это образец Европы. И партия, которая вступала в Социнтерн и очень долгое время была в Социнтерне среди левых социал-демократических партий, всем доказывала, какая она социальная, какая она демократическая и социал-демократическая. И многие ведь это принимали в Европе за чистую монету. Хотя им объясняли, что, ребята, партия – это не партия, возглавляемая олигархом. Это партия олигарха. Она не может быть социал-демократической, по сути. Но от всех них отмахивались как от назойливых мух, от таких людей. А таких людей было очень много. Но и в итоге мы сегодня получили то, что мы получили. А что мы сегодня получили? Мы сегодня получили то, что грузинская мечта сейчас позиционирует себя как крайне правую, нельзя сказать, что националистическую, но чуть ли не религиозную партию воинствующего христианства и так далее и тому подобное. Я вам скажу вот что, и это тоже поза, это тоже игра. Потому что все прекрасно понимают, что никаких убеждений у этих ребят нет. Если бы у них были бы убеждения, я бы даже, может быть, снял бы шляпу, потому что сказал бы, ну вот люди в это верят. Нет, верят они только в мамону. Тогда пути, получается, назад у них, ну, не то чтобы нет вынужденно, а они сами его как будто бы отрезают. Я хочу Да. тут акцентировать на посадках оппозиционеров, и только за ноябрь 8, если не ошибаюсь, посадок было, ну, то есть 8 арестованных было. Причем это вот лидеры оппозиционных партий, направлений, групп, протест, ну, кого угодно. Вот если он представляет какую опасность, то политическую я имею в виду, то его сразу сажают. Во всяком случае, такое впечатление складывается. То означает ли это, что, ну вот вы говорили, поставила на паузу Европа интеграцию с Грузией? Означает ли это, что... ну, потому что выпускать этих А, офицеров кстати, вряд ли кто-то будет. извините, я оговорился, не Да-да-да. Европа поставила на паузу интеграцию. Мгм. Наше правительство поставило на паузу интеграцию. Они заявили, они проявили инициативу и сказали, что мы прекращаем переговоры с ЕС по евроинтеграции. Так что и тут тоже это важный момент на самом-то деле. Так Мгм. что, ну, И вот тут сейчас Европа тоже начинает менять правила. Правила по трудоустройству, допустим, грузин в Польше, они поменялись, теперь это стало сложнее. Я так понимаю, что в Евросоюзе, в других странах тоже будет сложнее. То есть реакция какая-то на это есть уже физическая. конечно. Может ли от этой физической реакции что-то поменяться? Посадки оппозиционеров, изменение правил для грузин в Евросоюзе. Может ли власть обратить на это внимание и что-то сделать? Как думаете? Не, ну я скажу так, что в Грузии политически активные граждане давным-давно живут в режиме картошки. Если осенью не уберут, то весной обязательно посадят. Поэтому тут не особо, скажем так, я вижу варианты. Теперь, что касается всего остального. Что касается всего остального, я скажу так, что особого поля для маневра у грузинской мечты сегодня нет, у Безина Иванишвили сегодня нет. Единственная надежда на то, что дезинтеграционные процессы и процессы внутренних изменений начнутся в самой Европе, что Европа поправеет, Европа станет как Венгрия, вся Европа станет как Венгрия,
Ну и, конечно же, у них были огромные надежды на Трампа. На то, что Трамп сделает не только, значит, Америку, но и грузинскую мечту, не путать с Грузией, снова великой. И здесь нужно хорошо понимать еще одну вещь. Системную вещь. Иванишвили не строит государство. Он построил бизнес-корпорацию. И знаете, часто говорят, что это, вот так, есть такая фигура речи, то, ой, говорит, ну это бизнес-корпорация, это не государство. Нет, в данном случае никакой фигуры речи нет. Есть бизнес-корпорация со своими акционерами, реальными акционерами. А это мажоритарный акционер Бедзина Иванишвили, а миноритарные акционеры– его бизнес-партнеры младшие. Есть со своим менеджментом. Причем этот менеджмент не всегда, это, да, это и госслужащие, и те люди, которые работают в менеджменте компании Бедзина Иванишвили, и его бизнес-партнеров. Причем в этом менеджменте не существует формальных, скажем так, формальной иерархии. Есть неформальная иерархия абсолютно. То есть люди, которые близки к телу. Сам Иванишвили, он ведь кто в Грузии? Он никто. Нет, хотя нет, он почетный председатель партии. Все. То есть с точки зрения власти государства, ну партии, да. С точки зрения власти он никто. Но по сути это единственный человек, который принимает политические решения. Все. Кроме него никто. И вот получается очень интересный момент. Вот давайте последний кейс возьмем и разберем его. Министр иностранных дел, очаровательная женщина Мака Бодиришвили, едет на мини-сериал в Вену. Э, Раскручивается уже к тому времени скандал по поводу того, что есть проблемы с транзитом у Грузии и Азербайджана. Понимаете, в чем дело? Вот Грузия может потерять всех, но терять Азербайджан для Грузии– это жизненно опасно. В силу того, что мы просто связаны очень многими проектами и очень многими. То есть считайте, что если мы теряем Азербайджан, у нас единственный путь остается только на север, только к России. А напоминаю, что Россия оккупировала два наших региона и требует от нас признания новых геополитических реалий. Я думал, все туда и идет, если честно, Так именно к вот, России. так вот, встречаются два министра иностранных дел. Что им стоит обсудить мелкие вопросы, в общем-то, таможни, транзита, прохождения и так далее? Да ничего. Просто-напросто министр иностранных дел дает соответствующее поручение, и все эти вопросы решаются. Почему не решаются? Потому что Мака Батиришвили не занимает место во власти Грузии, соответствующее ее рангу. Власть– это всегда место в системе коммуникаций. А Мака Батиришвили в этой системе коммуникаций не присутствует. Джейхун Байрамов после Вены возвращается в Баку. Куда он идет? Он идет к Ильхаму Алиеву и докладывает ему. Так, так и так и так. Поговорил с министром иностранных дел. Грузии, у нее такая-то позиция, у Грузии такая-то позиция. Может он доложить, что у Грузии такая-то позиция? Не может, потому что Мака Баджуришвили по возвращению к Бедзине Иванишвили совсем не идет. Но я так Ну, вижу по последним новостям, что такие, вот, допустим, российский дизель меняет на азербайджанский, пишет ряд изданий кавказских. И, то есть, все-таки не совсем в сторону России или совсем в сторону нет, России? Или это нет, попытки заладить это что-то? чисто бизнес варианты. Почему? Потому что ну, вот сейчас говорят, что российского газа становится все больше, азербайджанского все меньше. Это нормально. Нормально не в том плане, что хорошо, что российского газа становится все больше. Но есть нюанс, что называется. Российский газ сегодня продается по бросовым ценам. А Азербайджану выгоднее продавать свой газ в Европу по премиальным ценам. Вот и все. Это чистый бизнес. Ровно так же, как и по дизелю в России сегодня нефтепродукты. Бензин вот сегодня в России на $8, по-моему, на $8, могу ошибаться. Ну, там на $8 может быть за тонну и так далее. Больше, чем в Соединенных Штатах Америки стоит. Чем в США, понимаете? А теперь сравните доходы США и гражданные доходы. Сегодня в России острейшая, значит, острейший дефицит нефтепродуктов, верим в ЗСУ.
И это будет продолжаться. Поэтому, конечно же, дизель лучше закупать в Азербайджане, там он дешевле, а газ лучше закупать в России. Это чисто. Проблема в другом. Проблема в том, что страх, ну, буквально биологический страх перед Москвой заставил уже и заставляет тех в Грузии, кто принимает решения, делать странные вещи, такие как отход от евроинтеграции полный. Я скажу так, что если бы они вели бы себя прилично, они бы на выборах и вот 22 года тоже победили бы. Нет, 20, подождите, какого? Почему 24 года? 24 года они бы тоже бы победили. Они могли победить. Потому что, ну, у меня была возможность, вот мы все же вращаемся в своем бабле, в своем кругу, но у меня была возможность выйти из этого круга. Трагическая, правда, для меня очень тяжелая потеря. Мама умерла, и поэтому, значит, ну, приходили люди очень разных слоев. Вы понимаете, что панихида похороны такая вещь, и после абсолютно разные люди из разных слоев. И все говорили одно и то же. Я спрашивал, как? Все говорили, более или менее нормально. Следующий мой вопрос был, а к этим как относятся к властям? И было очень резкое неприятие. Я говорю, почему? Ну, они же заводят страну, говорят, в тупик. То есть есть понимание внутри общества, что несмотря на то, что более или менее нормальная с экономикой сегодня, завтра тупик. И это понимание, оно, в общем-то, им осложнит жизнь очень серьезно. Поэтому им ничего не остается делать, как цементировать систему. Но знаете, чем отличается очень жесткая система? Почему демократия, в общем-то, хороша? А демократия, я не Черчилль, я не буду его цитировать сейчас, но у демократии есть куча проблемных мест, и очень трудно принимать решения и так далее и тому подобное. Но в условиях кризиса она очень гибкая. Сменил власть и пошел дальше. А при автократических системах это все или выдержит, или сломается. А вот если сломается, то может быть системный кризис власти. А при тоталитарных режимах, если ломается, то это уже системный кризис всего государства, всего общества. И вот это очень страшная штука. Так вот, они нас сейчас подводят к тому, что их слом в конечном итоге будет означать серьезные проблемы для Грузии. Потому что вот при этих всех раскладах поменять власть мирным путем демократических выборов не получается, не получится. Ну, загонят они под шконку всю оппозицию. Загонят под шконку системную оппозицию, получат какую? Несистемную, правильно. И при любых колебаниях, и при любых кризисах это приведет к повторению того дурдома, который у нас был в 90-е годы. Чего мне очень бы не хотелось, и я надеюсь на то, что это не произойдет, и я надеюсь, что есть варианты отката и так далее и тому подобное. Но исключать такой вариант, я бы не стал совсем, от слова совсем. Во-первых, примите мои соболезнования. Я понимаю, что не ко времени, но тем не менее. Во-вторых, на вот эти процессы. Я понимаю, что они ограничены во времени. Я имею в виду от раскачки системы до полной ее дестабилизации. Как думаете, сколько времени может пройти? А вы знаете, это напрямую зависит от того, что будет происходить в России, что будет происходить на треке Россия-Украина. То есть на самом деле, если для очень многих стран соседей России дестабилизация и системный кризис в России означает вздох облегчения, то сегодня наши власти создают такую конфигурацию, при которой системный кризис в России может означать большие проблемы для нас. Это звучит дико абсолютно, но тем не менее это так. Спасибо вам за разговор. Гела Васадзе, политолог из Грузии. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Польское радио на русском. Это подкаст «Главное. Действительно о важном». О том, о чем необходимо сегодня знать.